Здравствуйте, друзья! 5 странных монстров славянской мифологии. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Всем привет, и мои разумные. Сегодня я хочу порадовать вас снова славянской тематикой. На этот раз вы узнаете про 5 самых странных существ из славянской мифологии. Возможно, что вы уже слышали о них, а возможно, что узнаете в первый раз. Итак, раскройте ваши уши. Анчутка. Анчутка – маленький злой дух. Рост анчуток составляет всего несколько сантиметров. Их тела покрыты шерстью и имеют черную окраску, а головы у этих злых духов лысые. Характерной особенностью анчутки является отсутствие пяток. Считается, что нельзя произносить вслух название этого злого духа, так как анчутка сразу же на него откликнется и окажется прямо перед тем, кто произнес. Обитать анчутка может почти везде. Чаще всего духа можно встретить в поле, в бане или на водоеме. Также он предпочитает селиться поближе к людям, но избегает встреч с более сильными существами. Впрочем, различная среда обитания накладывает особенности на внешний вид и поведение злых духов. Так можно выделить 3 основных подвида анчуток – банные, пылевые, водяные или болотные. Пылевые анчутки самые мирные, не являются людям, если те сами не позвали их. Банные и болотные анчутки любят попроказничать, но шутки у них злые и опасные, нередко приводящие к смерти человека. Так болотная анчутка может схватить пловца за ногу и утащить его на дно. Банные анчутки часто пугают людей стонами, являются им в различных обликах, да и просто могут заставить человека уснуть или потерять сознание. В природе врагов у анчуток много. Это и более сильные духи, и дикие звери. Особенно они боятся зверей из семейства собачьих – волков, собак, лисиц. Анчутка способен становиться невидимым. Кроме того, этот злой дух может принимать любую форму и, например, обратиться и зверем, и человеком. Другой способностью духа является возможность мгновенного перемещения в пространстве. Как бороться с анчуткой? Анчутки боятся железа и соли. Если злой дух схватил вас, то его нужно ткнуть чем-то железным, и тогда он тотчас же вас отпустит. Но совсем избавиться от анчуток очень сложно. Так, если они облюбовали какое-то место или здание, то выгнать их оттуда можно лишь уничтожив строение в огне и засыпав пепелище солью. Жердяй. Жердяй достаточно жуткий, но не путайте его с жердяем. Жердяй от слова «жердь», то есть смысл этого слова имеет совершенно противоположный. В славянской мифологии жердяй выглядит очень длинным, настолько, что может греть руки в печной трубе, и худой, как ветвь дерева. Похожий на человека дух, который слоняется по ночным улицам и пугает людей. Так и ходил жердяй один по улицам и, подкрадываясь к окнам домов, заглядывал в них, наблюдая за людьми. Бывало, стучал в окно, словно ветка дерева. Считалось, что в мир людей жердяй попадал через ворота, поставленные не на север, как у всех русских людей. Жердяй завидует людям, ведь у них есть занятия, и за это он пакостит. Жердяй описывается как жалкий шатун, который осужден век слоняться по свету без толку и должности. Доподлинно неизвестно происхождение этого духа и его намерения, а также насколько он опасен для человека. Хотя блуждает мнение, что этот дух нападает на людей по ночам и может даже проникнуть в дом, где нет оберегов. Согласно этой информации, встречи с ним обычно заканчиваются смертью. Жердяй либо душит свою жертву, либо сворачивает ей шею. Также он умеет отводить глаза и насылать на людей морок. В книгах о русских легендах и преданиях есть рассказ, как один жердяй в деревне завелся. Пришел солдат на побывку в родную деревню поздним вечером. Сидит с сестрой на лавочке перед домом и удивляется. Везде огни погашены, ни песен, ни смеха на посиделках. Словно повымерло все. Что за оказия? А сестра и говорит. Да жердяй всех одолел, шатается ночью между домами, греет руки в трубах. А как в окно заглянет, все в обморок падают. Во какой страшный! На крышу, стало быть, влезает руки погреть, спрашивает служивый. Зачем? Он же вровень с деревом.
предлинный и прихудющий. И давно он тут завелся. А вот как пришлый человек Немцов дом себе новый на взгорье срубил, с той поры шалит. 1,5 уже года как мучаемся. «Ладно, — говорит солдат, — иди стопи печку березовыми поленьями. Утро вечером мудренее». Взял служивый дубину и саблю, кресты на них закоптил свечкой, а сам затаился в сенях. Вот ближе к полуночи завыли псы, и затаился жердяй. Только начал над трубой руки греть. Солдат огрел его дубиной под колено. Рухнул жердяй, как подкошенный, а солдат саблю с крестами к его горлу представил и спрашивает: «Отвечай, мерзопакостный дух, зачем деревню пугаешь? Откуда взялся? Раньше вроде не озоровала тут нечисть всякая». «Да ваш новосел Немцов мне сам путь сюда открыл», — шепелявит испуганным голосом жердяй. «Поставил новый дом воротами не на полночь, как положено, а на запад. Вот и прохожу в деревню свободно, сквозь его ворота». Солдат подумал и говорит: «Ладно, не буду тебе голову рубить. Привык одолевать врага в честном бою. Не поднимается рука на безоружного. Убирайся из села раз и навсегда. И смотри, в другой раз не попадайся». С тех пор жердяя и след простыл. Солдат же наутро собрал всех мужиков. Сначала хотели Немцова вовсе из деревни в зашей вытолкнуть. Пускай идет откуда пришел, да там и живет. Потом пожалели. Только и сделали, что поднатужились, да в один день и переставили Немцова дом воротами на север, как водится у русских людей. Если судить по этому преданию, то получается, что жердяй особого вреда людям причинить не может. Или все-таки может? Лихо. Лихо – злое, человекоподобное существо. Встречаются как мужские, так и женские особи. Отличается лихо высоким ростом и худощавым телосложением. У него всего один глаз, поэтому видит оно в узком диапазоне. Питается лихо плотью и страданиями людей и животных. Обычно оно старается не появляться в крупных поселениях, а большую часть жизни обитает в лесу, питаясь местным зверьем и птицами, чем часто злит лешего. Но если лихо попадется одинокий человек или небольшая группа людей, то тут оно свой шанс не упустит. Пристав к одному человеку, оно ввергает того в уныние и питается негативными эмоциями. Такой рацион делает существо еще сильнее, и чем больше негативных эмоций испытывает носитель, тем сильнее лихо. Если же ему не удается справиться с волей человека, то существо предпочитает съесть жертву, нежели отпустить. Когда попадается группа людей, лихо выбирает себе одного, а остальных убивает прямо у него на глазах, опять же, чтобы сломить волю человека. Если лихо овладело человеком, то избавиться от него практически невозможно. Оно будет следовать за жертвой повсюду, попутно нападая на тех, кто оказывается рядом с носителем, и так пока несчастный не умрет, что в принципе наступает довольно скоро, после чего лихо начинает искать себе новую жертву. В некоторых сказаниях говорится, что лихо отделяет от человека все его радостные воспоминания и светлые чувства и запирает их в какой-нибудь предмет-амулет, который хранит у себя в жилище. Несмотря на то, что лихо плохо видит, сбежать от него очень непросто, так как данное существо обладает прекрасным слухом и обонянием, а вкупе с высокой скоростью передвижения эта задача и вовсе становится невыполнимой. У лиха нет особых предпочтений в месте жительства. Оно селится там, где для него есть пища, но все же старается селиться вдали от крупных людских поселений, чтобы не привлекать к себе чрезмерного внимания. Поэтому чаще всего оно селится в густом лесу либо на окраинах деревень, причем выбирает для жительства большие просторные дома или заброшенные мельницы. Лихо способно прочитать все страхи и мысли человека. Оно обладает гипнотическими способностями, с помощью которых заставляет человека впасть в уныние. Также с помощью гипноза лихо может изменить свой облик в глазах человека. Хотя при этом само существо не меняется, поэтому если посмотреть на него не напрямую, а, например, через зеркало или видеокамеру, то можно увидеть его истинный облик. Еще лихо отличает исключительно физическая сила и высокая скорость перемещения. Как бороться с лихом? Бороться с лихом практически невозможно. Существо нельзя убить, но возможно ослабить.
Если оборвать поток негативных эмоций от носителя, то лихо сильно ослабевает. При этом смерть носителя не имеет такого эффекта. Единственное, что может помочь, это замещение потока негативных эмоций позитивными. Для этого есть два способа. Первый – если человек сам сможет найти в себе силы и перебороть волю лиха своей. Тогда он сможет на некоторое время вырваться из-под влияния злого существа. Но в такой ситуации оно попытается съесть человека. Второй способ – найти предмет-амулет, в который лихо заперло все позитивные эмоции носителя, и уничтожить его. Это высвободит все запертые в амулете эмоции и вернет их владельцу, что очень сильно ослабит лиха. Существует возможность сбежать от лиха при первой встрече. Для этого необходимо хитростью подобраться к нему достаточно близко и выколоть единственный глаз. Это хоть и не убьет существо, но надолго задержит. Тогда у человека появится шанс убежать. И тут главное не отвлекаться на посторонние предметы, так как лихо с помощью гипноза постарается задержать жертву, пробудив в человеке самые низкие чувства. Вий. Страх, тьма, абсолютный хаос и разрушение. Неужели они существуют сами по себе? Нет, воплощение всего этого – Вий, сын Чернобога, обитающий в мрачной неизведанной Нави. В Нави есть 3 царства. Верхним владел Горын, а после его гибели эти места долго оставались ничейными, пока в них не поселился Велес. В Нижнем царстве жил Кощей, а в Среднем обитал Вий. О нем говорили, что он могуч и непобедим. Этот бог являлся в образе ужасного сутулого старика, который хоть и был неповоротлив, оставался сильным. Вий владел темными воплощениями земных стихий. Властелину Средней Нави служила нечисть. Благодаря своим вездесущим помощникам он не только сохранял и укреплял власть, но и обретал способность смотреть на мир. У Вия была особенность. Веки божества были слишком тяжелыми, поэтому он не мог держать их открытыми, не прибегая к посторонней помощи. Говорили, что виной этому было сворожье проклятие, которое пало на его отца, Чернобога, проигравшего светлым богам в изначальной битве. Как бы то ни было, слуги Вия были вынуждены постоянно поддерживать его веки при помощи черных каленых вил. Любое существо, на которое Вий бросал свой взгляд, сразу же умирало. Немногие боги, обитавшие в Ирии, отваживались выйти на поединок против Вия. Но за долгие тысячелетия существования Земли чудовище не смогло одержать ни одной победы над светлыми богами. Говорят, что он никогда не сможет выйти на солнечный свет. Но Вий как может вредит людскому роду, насылая на людей наводнения, шквальные ветры или просто мор. Считалось, что Вий – брат Дыя. Иногда он выполняет функцию тюремщика в пекле. Бог держит длинный огненный бич, которым наказывает грешников за их деяния. В облике этого ужасного бога есть и положительные черты. К примеру, он любит изводить злобных и слабых людей. А вот если человек окажется крепок, духом или волей, Вий, возможно, откажется от замысла навредить ему и отпустит смертного восвояси. Значит, Бог обладал определенной долей справедливости, но проявлял ее далеко не всегда. Что же действительно скрывал облик Вия? Может, он воплощал темные уголки человеческой души, исконное зло, которое есть в каждом? Вий стремится уничтожать все, что попадается на его пути. Он движется вперед, не видя дороги, сметая все возможные преграды. Но если человек силен, он может направить губительную энергию в другое русло, начать использовать во благо не только себе, но и окружающим. Ховала. Ховала – мощный ведический образ, которого древнеславянская традиция воплотила в виде высокого и седого старика, предвечно блуждающего по земному миру. Отличительная особенность этого дедушки – ясные и светлые, будто бы пылающие очи и легкая льняная одежда, в которой он ходит даже в самые лютые морозы. Некоторые источники утверждают, что вокруг головы Ховалы на невидимом обруче располагаются 12 огненных глаз. На самом же деле этих глаз 16 по числу славянских чертогов. Число 12 является осознанным искажением.
введенным в легенды христианскими проповедниками с целью искоренения исконных значений обряда. Ховала является древним полубогом, о происхождении которого нет никакой конкретной информации. Очевидно, что он значительно старше Мидгард Земли и пришел на нее с некоторой целью, о которой смертные могут только догадываться. Ховала никогда ни с кем не разговаривает, лишь многозначительно улыбается и может творить над человеком непонятные знаки. Ночью его глаза будто бы излучают яркий свет, будто бы солнцем освещающий каждый сантиметр окружающего пространства. Кроме того, рядом с Ховалой всегда тепло, его энергия выжигает из людей злобу, бессилие и отчаяние. Поэтому там, где прошел Ховала, людская жизнь всегда налаживается. Ночью этот могучий и добрый старик несет свет, радость, жизнь, избавление от зла и горя. Гораздо хуже, если Ховала прошел через город днем. В это время его глаза светятся все тем же незримым пламенем, но вместо того, чтобы дарить свет, они его будто бы поглощают. И если Ховала остановил взор на каком-то объекте, будь то человек или камень, то этот предмет сразу же теряет всю свою жизненную силу. Человек начинает хереть и очень скоро умирает, дерево чахнет, камень рассыпается в пыль. Отсюда и происходит имя этого существа, ведь ховать значит прятать. Но Ховала никогда не приходит просто так, и если он появился в каком-либо месте, то можно воспринимать это как своеобразную кару за лживое и порочное существование. Фактически, с точки зрения сугубой эзотерики, речь идет о некоем кармическом наказании, объективной платой за содеянное. Ховала – это дуальный образ, воплощенное отражение двойственности мироздания, дуалистической концепции взаимодействия света и тьмы, которая прослеживается во всей древнеславянской мифологии. Это существо пришло к нам из пределов, в которых нет деления на добро и зло, пространство и время. Вместе с тем, Ховала гораздо лучше видит и понимает нашу жизнь и нас самих, поэтому его приход, неважно днем или ночью, это всегда великое благо. Благо справедливости. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.